Доброе утро! С вами опять я, вы не поверите, Skinny Spinner. Второй день гонки, сегодня групповая. Называется «Круг триатлониста», 105 километров и 1160 метров набора. Вот, 8 часов, гонка через час. Едем регистрироваться. Нужно поставить подпись и забрать талончик на паста-пати, которая будет после финиша гонки. Я вроде как восстановился. Сделал маленькую зарядочку с утра, растяжечку. И вчера вечером, да. Кстати, есть бесплатный массаж на гонке. Я думаю, сегодня мы его протестим. Довольно-таки свежо утром. Вот я пока надел кофточку такую вот. Кто-то еще едет на старт, наверное. Вот воду мы набираем в таких вот родничках. Вода здесь стоит в среднем до евро. Поэтому какой смысл ее покупать, если можно набрать в роднике? Ну, я надеюсь, она здесь чистая. Все-таки Австрия, горная местность. Вот мы, собственно, на месте. Будем искать свою фамилию. Организаторы уже вывесили стартовые списки. Значит, весь пелотон, а это 380 человек, будет делиться на 4 группы A, B, C, D. В зависимости от вчерашних результатов их поделили. И, собственно, каждый будет в своей группе. Вот. Виктор Петрович будет в группе А, естественно, потому что он проехал разделку за 53 минуты. И я буду в группе С. Вот. Такие дела.
что ж, первый подъем. Такой себе перевальчик. 10% уклон. Едем группой. Нашел себе группу по силам. Вот все ребята, наверное, с Австрии и Германии. Русских нет. Вот так тяжело, но мы справимся. Чувствую себя как на Тур де Франс. Вся трасса разрисована именами. Вот, Хаурейн, Щорки 2018.
Мы финишировали. Нашел себе группу по силам. Собственно, так и доехал. В таком как он называется? Группетто. Вот, нашел группетто по силам и доехал. Выехал с 3 часов вроде. Не хотел сильно убиваться, но, собственно, я бы там ничего не сделал сам. Потому что еще впереди 4 этапа. Поэтому ножки бережем. На финише паста и веган пати. Куча фруктов, яблоки, бананы, апельсины, вода. Вот. Ну, отлично. Дождя не было. Немножко покапал, может, там поморосил. Пару моментов было опасных, где была мокрая трасса. Передо мной чуток не улетел чувак, но все оттормозились. Впечатление очень. Пообщался с пару австрийцами. Вот. Классно. Выиграл, кстати, из Германии. Выиграл человек с Германии. Время лидера я еще не знаю. Сегодня посмотрю в протоколах, куда я там заехал. Вот. Ну, пока все. Будем, наверное, одеваться. Вика хочет макароны, я сейчас ей дам макарошки, и будем двигаться домой, потому что мы немножко за Осиахом, это возле Виллаха, и еще где-то полчаса, часик накрутить домой. Приехали посмотреть результаты, и я проехал ровно за 3 часа 3:00:09, 3 часа 9 секунд. А в абсолюте какой? 206. То есть я немножко поднялся. Тестируем массаж после гоночки, то что нужно. Закончился массаж. После массажа внезапно пришлось заплатить 20 евро. Но массаж реально классный. Мне там продавили мышцы так, что я думал, я просто на том столе и завершу эту гонку. Вот. 20 минут, 20 евро. Кэша не было, пришлось бежать в терминал, снимать деньги, возвращаться и платить. Вот так. Едем домой, уже буквально пару км осталось. Будем принимать душ и вечером выйдем куда-то погуляем. Да. До награждения еще 4 часа почти, поэтому куча времени. Ну что ж, гонки гонками, а монтировать видео надо, поэтому у меня такая кофе-пауза, и где есть свободная минутка, я пытаюсь сделать видео, потому что люди ждут. Надеюсь, через пару дней уже будет тур Галичины. Кстати, он уже есть, потому что это видео я сделаю намного позже, чем тур Галичины, поэтому смотрите, я вот здесь где-то или здесь сделаю ссылочку. Тур Галичины, 2-й этап, групповая гонка. Вот так. Так, ну вечером мы решили выйти куда-то попить кофе. Вика в платье, поэтому я не мог отказать где-то ее выгулять. Что, зря платье везла? Не зря везла платье, не зря. Вот он, гараж фермера в Австрии. Вот наш отельчик. А вот ферма, трактор, не знаю какой. Точно не белорусский. Мы вот идем такие по велопешеходной дорожке и думаем. Обратите внимание на горы. Вы видите вырубку? Я нет. Привет, Карпаты. Не знаю, что там сейчас, какая ситуация, но здесь люди берегут природу. И это очень видно. Поэтому Украине, наверное, еще далеко, или, может быть, уже поздно, к сожалению, остановить эту проблему.
Если ты выгуливаешь собачку, собачка покакала, ты за ней прибрал пакетик и мусорку. Най. Как узнать велосипедиста? Просто посмотреть на его ноги. Кстати, нет. Почему? Хотите возразить, на этом туре очень много мужчин с небритыми ногами. Очень много. Стыдоба. Половина. Стыдоба. Пешеходные знаки в Австрии. Какой-то мужик, у него вон что-то в левом кармане, видите, торчит. А у парня маленького вообще непонятно, что там торчит. Это девочка не уплатит так. Да, хорошо было бы, если это была девочка, и это было бы реально платье. Сегодня мы дождались награждения все-таки. Стабильно Украина на подиуме. Виктор Петрович первое место среди своей категории. Вчера, кстати, тоже на разделке он был первым в своей категории. Очень приятно. Вот, немножко пообщались о гонках европейских, поэтому вдохновлены. Я думаю, на следующий год что-то тоже будем планировать себе такое. Может, и Вику тоже куда-то зарегистрируем. А так, завтра будет этап 120 километров. Набор высоты уже там посерьезнее, точно не помню сколько. Идем отдыхать. Ну а ты не забывай подписываться на канал. Ставить лайки. И делись с друзьями. И комментируй. Да, если есть вопросы, как обычно, задавай. Пока. Ваш скини спиннер. Пока. И Вика.